Так, запись пошла. Значит, вот эта дорога примерно в таком состоянии она будет все эти 5-6 километров. Значит, альфа, холодный запуск и двигаем. Я приглашаю в увлекательное путешествие по просторам нашей планеты. Посмотрим вместе, что там и как. Бензина, кстати, мало. Мне ехать 100 километров. Там 2 литра примерно бенза. Но вот это вот бездорожье, оно сейчас много съест бензина. Вау. Вау. Без проблем. Так, еще раз смотрим, что все взял. Все закрыто. Выезжаем. Периодически буду сигналить, чтобы отпугивать зверей. 12. 2 минуты. Ну все, 2 минуты записи уже даже. Так. 7100. Ехать мне примерно час. То есть видос будет длиться примерно час, как я выбираюсь из этой глуши. Поехали. Ух ты. Не поехали. Холодненький, видать. Немножко даю старта альфе. Толкаю ногами первые метры, потому что здесь совсем тяжело ей. Вон, видите, какие канавы здесь. Вот туда можно улететь, а так их и не видно. Я ехал с этой стороны. Ну ничего, я попробую, наверное, и здесь проехать. Хотя нет, лучше, наверное, ехать там, где ехал. Так, на скорости. Потому что могут быть какие-то пни, а они совершенно не нужны, на которых можно наехать. Фух. Ну вот, тут с одной стороны и с другой стороны колея. Это понятно. Так и должно быть. Старая лесовозная дорога, заросшая. Вот, значит, толкаюсь ногами, чтобы альфе было легче трогаться. И уже потом отпускаю сцепление. Ух ты, вот так вот про пни я говорил. Вроде ровно-ровно. А какая-то кочка такая, что альфа прыгает. Опа, опасно, прям сносит постоянно какие-то колея, пни, вся вот эта вот фигня. Потихоньку. Здесь колея опять тоже. Вот здесь мои следы, позавчера ехал. Так. Да, жесть, конечно, жесть.
все, норм, норм, потихоньку, потихоньку, так, метрик за метриком, в общем. Там, конечно, получше немножко будут участки. Опа! Стоять. Сейчас мы ее вот так проедем. Зацепилась за ножку переключения передач. Там вон побольше веточка лежит. Тоже надо как-то будет ее перескакивать здесь. Можно было это все пропиливать, но пила она уже сложена. Так, может все-таки ее в сторону просто отодвинуть. Сейчас попробуем в сторону. О, бензин начал вытекать, на кочках плескается. Так, ну чё, куда-нибудь в сторону попробовать, получится или нет. Получилось. Так, и эти тоже надо убрать, чтобы не мешали. Это Мишаня ходит, я в прошлом видосе показывал, как он валит эти деревья. Вот у него когти здесь на дереве. Зачем-то он с ними борется. Фух. На улице сегодня примерно 25, август. Середина августа. Становится жарко. Немного проедем, сложный участок, протолкаю его. Поехали. Все, нормально. Кочки, кочки. Мопед прыгает потихоньку. Но главное, что я уже здесь проезжал, поэтому проехать реально. Не знаю, поеду я когда-нибудь сюда. Вот здесь прям высокий пень такой торчит. Здесь вот тоже хрен знает как. Тут вот эта коряжка, за нее бы сумками не зацепить. Так, наверное, на нейтралку и потихонечку здесь прокачу его. Ага. Ну вот, поехали. Сложный участочек тут. А, ну вот, посередине. Так, немножко толкнем, чтобы проще было стартовать. Здесь пень. Опа, опа, опа. Опять кочка. Ага, нормально. Сейчас проедем. Вот так вот Альфу. Со всеми вещами. Просто взял, вытолкал. Классно. Фу. Да. Метров 300 проехал. Уже вспотел.
Опа, здесь тоже бревно лежит посередине. Места глухие, дикие. Много здесь ходили, много раз видели медвежьи следы, лосиные. В этих же районах ходили осенью, когда был первый снег, волчьи следы. Несколько волков шло. Поэтому относиться надо внимательно. К этим местам, быть бдительным и давать о себе знать. Погнали, чтобы зверь слышал. Опа, опа, опа. Потихоньку. Сейчас будет чуть похуже тоже такая дорога. Потом поворот направо под 90 градусов. И там уже чуть-чуть получше. Штаны, рубашка, куртка у меня обработаны составом против клещей, потому что здесь можно их хватануть. Из техники здесь ездит только какой-то вездеходик на гусеничном ходу. О, прям классно, только вспотел. Все, можно ехать. Блин, вспотел, реально, хоть куртку снимай. Но куртку снять не могу, потому что она используется для того, чтобы в кармане лежал пауэрбанк для зарядки камеры. Опа, 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 опа. Давай, с первого раза здесь проедем. Нет, с первого раза здесь мы не проехали. Хотя я сюда промчал, когда сюда ехал. Бляха, вообще жесть. Болотина. Что там записывает, да? Не, надо включать передачу. Так что-то тяжко его таскать. Блин, он даже так не едет. Жесть какая. Короче, я вспотел. Вот такая дорога здесь. Кочки, почки. Так, я его, наверное, не вытолкаю, да, сейчас? О! Есть. Фух. Ботинок развязался. Блин. Да ё-моё, тут поставить нигде его. Вот здесь поставлю. В общем, завожу. Вижу свои следы, по которым ехал. По ним и поеду. Прям в лужу наступил.
Ладно, все нормально. Блин, да что ж такое-то, а? Что-то какая-то дорога, как будто после дождя реально ее немножко размыло. Вроде как я ехал с той стороны. Да, вот след здесь мой идет. Царапнул шлем об ветку. По сухому, там где видно дорогу, поеду. Заднее колесо сейчас вот сносило в колею. Спотел, но куртку не снять. Ешов! Если кто не смотрел первую часть, это я ездил на болото Градья, на озеро Ватпутук. Вот эта дорога как раз и идет туда. Ну, самой дороги, конечно, нет до самого озера прям. Поэтому я разбил лагерь в километре от озера и уже ходил туда пешком. Здесь мы, наверное, вот тут, да, проедем. Нормально. Здесь небольшие ветки. Мы их объедем.
Фух. Но зато вы посмотрите, что скрывает стена леса, что внутри леса находится, в смысле в лесу. Вот такие вот виды, такие дороги, пейзажи. Так, здесь что, куда? Здесь, наверное, я здесь ехал. Поехали. Так, это озеро, болото, конечно, с огромным туристическим потенциалом. Но нужно сделать так, чтобы люди смогли добраться. Никто, большинство не будет вот так ходить по таким заросшим дорогам, по болотам этим. Я и сам сюда нередко езжу. За 20 лет, наверное, за 25 лет был здесь, ну, около 10 раз, может, чуть меньше даже. Может, раз 7. Потому что это все далеко, это тяжело. Но место красивейшее. Покупаться в этом озере, отдохнуть, наполниться силой природы. Это здорово было бы. И таких мест очень много. И красивых, и труднодоступных одновременно. Так, здесь что? Здесь мы проедем. Поэтому большинство и выбирает отдых. Так, а здесь что такое? Ага, здесь болотинка, да? Поэтому большинство и выбирает отдых на море, на пляже, где не надо вот так вот мучиться, где тоже красиво и комары не кусают. Фух, я вспотел. О, жесть какая. На кочке вилка отрабатывает с ударом. Классно, выехал оттуда. Сейчас прямая дорога, ну, километра 4, наверное, и уже до трассы. Будут еще места болотистые. О, можно на вторую переключиться. Это здорово. Опа, опа, опа. Чистый воздух, красота, зелень, приятная глазу. Еще туда дорога идет какая-то. А нет, нам сюда. Вот здесь бензина много потратится на этой дороге. Тут первая, вторая передача и тяжелая дорога. Вот. Поэтому круто, если я доеду до дома
если я доеду без дозаправки. Нифига, я что-то не помню, чтобы тут так было. Так, что, проедем? Да, в принципе, проехал бы. Но что-то перестраховался. И решил не проезжать пока. Да, бляха-муха. А, еще грязюка. Кстати, это то место, где я показывал следы этих лосей. Лосиха с лосенком была. Но вчера был сильный ливень, поэтому все тут залило. Фух, двигаем. Опять болотинка. Болотинка. Ударение надо правильно ставить. Ну, как будто кто-то сидит, птица какая-то. Или это такой куст. Вот это белое. Ага, понятно. Показалось сдалека, как будто бы птица. Это просто пачка сигарет. Вот на малых оборотах не хватает напруги для сигнала. О, несемся уже. Класс. На первой передаче потихонечку что там записывает? Записывает. 31 минуту еду уже. Чуть в колею не улетел. Вырулил. Я на второй здесь мучу.
пока на второй. Так, вот сейчас буду переключаться на первую. Там какая-то низинка. Вот где здесь ехать? Вот здесь посередине. Посередине всегда повыше. О, тетерка походу полетела. Видно? Очень похоже на тетерку. Рябчик он чуть поменьше. О, я в колею въехал. Сейчас надо попробовать выпрыгнуть с нее где-то. Блин. Ладно. Вот здесь и выпрыгнем. И раз. Все. Едем. Тетерка где-то здесь же приземлилась вроде. Я ее, видимо, уже проехал. Или она улетела. Низинка идет, видно даже по дороге. Сейчас будет там опять, ну, такой сложный участок, но не для Альфы. Так, вот где я здесь ехал. Видимо, вот тут. Опа! Немного меня развернуло. Так, ну ладно, это не страшно. Первое, что это, сделаем нейтралочку. И отсюда прям поеду. Там вообще не видно, где ехать. Все одним ковром сплошным заросло. Ну вот мои следы. По ним и поеду. Дальше. Давай сюда нырнем. Опа, опа, опа. Так. Здесь я уже с него слезу. Здесь я тут ехал. Ну все, сейчас поеду уже по следам, по своим. Фух. Это была почему-то вторая передача. Вот здесь, где ехать, поедем просто по следам. Дорогу уже не видно тут. Здесь посередине, блин, вообще ничего не видно.
Все, проехал. Так оно выглядит. Ноги вперед мопеда бегут. Иногда помогаю ногами. Опа, 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 какие кочки здесь. Застрял. Коряга торчит прямо навстречу движению. А, жесть какая. Корягу эту уберем. Здесь его не поставить даже. Ладно, корягу, значит, объедем. Так. Наматывает траву на ножку переключения. Ну, не наматывает, а цепляется. Так, 40 минут уже еду. Бляха, немного не хватило. Да, не скоро. Я сюда еще поеду. Поеду ли вообще в эти дичайшие дебри? С собой я взял воды. Вода с озера, я ее вскипятил. И примерно грамм 400 воды с собой у меня есть. Сейчас, как только выйду с этого места, сразу буду пить. Водичка хорошая, прокипяченная. Вчера вечером поужинал,
водой, кашей. И сало у меня с собой было. В общем, с желудком все нормально. То есть воду кипяченую пить можно. Так, ну чё, где поедем? Давай по колее и поедем. Ага. Коряга. Там опять какая-то низинка. Не спеша, потихонечку. О, шлем поправил и съехал в колею. Смятая трава на дороге. Ну, наверняка это не человек тут отдыхал прямо на траве. Либо лосик, либо мишка. Лёшка. Фух, прекрасно. Все хорошо. Едем. Немножко отдохну. Завязать шнурок. Я думаю, может, сейчас воды попить уже. Что? Вот она вода такого цвета. Запах у воды немножко такой травяной, либо слегка прям какой-то ягодный. Ну, это еле-еле ощущается. Фух. Вот дорога нормальная, можно ехать. Фу, весь потел. В эти места можно приехать более-менее как-то комфортно, вот как сейчас, только в августе. В мае здесь снег, сырость, слякоть. Июнь-июль здесь мошкары и всякого гнуса столько, что это просто они тебя не подпустят к озеру, к болоту. Вот, а сейчас как раз середина августа, еще тепло, вот, а гнуса уже нет, и сухо. В сентябре здесь уже будет прохладно, ну что, ночевать
Ну так вот, чтобы покупаться как-то вот так вот. Ночевать, теплых ночей уже не будет. Опять какая-то низинка. Заносит. В колею попадает колесо. Здесь я тут ехал. Без проблем. О! Что-то я разогнался. Опять разогнался. На спидометре уже 7104. 4 километра. 74 800 даже. 4 километра проехали.
Я думаю, тут около 5, может 5,5. Вот опять что-то тут. Ну это я уже выезжаю. Еще где-то километрик. Опа, ветки. Опа. Есть. Выезжаем на ту часть, где я ехал. Так, здесь пригнемся. И поехали дальше. Нормально, тащит. Мопедик. На Сигме здесь делать нечего. Здесь только Альфа проедет. Ну и подобные Альфе. Фу. Еще километр. Интересно, сколько я здесь сжег бензина. Это что же самое, что ехать, наверное, под 40 км в час на 4-й. Вот это на первой передаче. С этими перегазовками. Мне главное, чтобы мне хватило до дома. Все, выехал я с этой травы. Сейчас уже будет хорошая, более-менее где-то метров 700. Вот такая вот хорошенькая дорога, по которой можно на второй не спеша. Все, выбрался. Как я рад. Не было луж этих. Дождь налил. И они до сих пор не высохли. Я выезжаю. Какая радость. Я так натаежился. Был 2 ночи. Выехал в четверг, сегодня суббота.
Так, ну что, 71:06, 6 километров, значит, было до туда. О, как прекрасно. Вот эта дорога идет направо на Кылтово, это на Серегово налево. Мы двигаем туда, в сторону Серегова. Сейчас надо остановиться, остыть, попить воды. Хотя, что останавливаться? Я остыну быстрее, когда буду ехать. Ага, траву надо снять с подножек. На этих полях видел медведя. Это 2 года назад, когда еще на велосипеде ездил. Вот, потом рассказывали, что медведи по полям бродят. А, вон машина там. Это, кстати, за черникой люди приехали. Здесь черничники везде. Так, смотрим на вещи. Вещи, да? Их бы, наверное, как-то немножко сейчас перецеплю. Вот сюда перекину, чтобы она не сползала. В общем, все, на этом закончилась глушь на Альфе. Дальше будет уже просто асфальт. Вот, снимать уже не буду. Асфальт нечего там снимать. Все, здесь все хорошо. Альфочка тащит. Блин, где я был, а? В таких глухих местах. Короче, 6 километров туда в лес. Вот живем, да, вот стена леса слева-справа. И особо ничего не видно, никакой природы. Вот, а то, что там в лесу спрятано за лесом, там красота. Фух, ну, вроде сейчас воды попью и двигаю до дома. Всем пока. Выезжал я 1 час 1 минута. В общем, час я ехал 6 километров. Все, всем покедово.